I believe in the evil in human nature. This is a wicked world. In a wicked world, wicked people are born. Я человек-идеалист, поэтому ищу идеальную женщину, с которой смогу создать идеальную жизнь. Я способен устроить незабываемую романтику для своей любимой девушки. Характер жизнерадостный, дружелюбный, постоянно работаю над собой. Получаю максимум удовольствия от жизни и всего, насколько это возможно. Так рассказывал о себе один из участников 5-го сезона популярного украинского телешоу «Женитьба вслепую» Петр Бегун в 2019 году. Мужчина пытался найти свою любовь и старался предстать перед зрителями в выгодном свете. Он говорил, что любит театр, путешествия и чтение, активно занимается саморазвитием. Однако ему удалось очаровать далеко не всех. После выхода эпизода передачи на YouTube комментаторы писали, что мужчина вызывает подозрения, он выглядит слишком самовлюбленным, читает слишком много книг по психологии и похож на маньяка. Насчет последнего зрители не ошиблись. 4 июня 2022 года в селе Новые Безрадичи в Киевской области двое работников мелиоративной станции вышли на берег канала, чтобы порыбачить. Было около 11 утра, когда мужчины заметили чемоданы и подошли к нему, чтобы осмотреть внимательнее. Заинтересованные находкой, они не сразу почувствовали тяжелый запах разлагающейся плоти, который исходит от чемодана. К счастью, мужчины не испугались, не убежали, а позвонили в полицию, говорил начальник криминальной полиции в Киевской области Алексей Маслов. К месту обнаружения подозрительного чемодана выехала следственно-оперативная группа. Полицейские изучили находку и обнаружили внутри части человеческого тела: правую лопатку, 2 руки, часть грудной клетки, 2 ноги без ступней. Каждый из фрагментов был завернут в женскую одежду. После осмотра было установлено, что части тела могут принадлежать либо худощавому юноше, либо стройной женщине. Одежда, в которую преступник завернул расчлененный труп, была популярна в Украине и Польше. Это марки Tom & Rose и Stradivarius. На чемодане также была найдена бирка компании-перевозчика из Польши в Украину. Оперативники опросили каждого водителя, работавшего в компании. Один из них вспомнил, как стройная женщина в пальто, похожем на найденное в чемодане, вышла на центральном железнодорожном вокзале. Около 4 суток у полицейских занял сбор данных с камер видеонаблюдения, установленных на вокзале. Женщина была найдена живой. След оказался ложным. Следующим шагом полицейских было составление видеоориентировки с подробным описанием одежды из чемодана. Ролик выложили в социальные сети, и через 2 суток на указанный в нем номер позвонила женщина. Она сообщила, что похожая одежда была у ее подруги, которая с конца мая не давала о себе знать. Экспертиза ДНК подтвердила 99% родство сына Ольги с найденными останками. Мы сделали самое трудоемкое – установили личность погибшей, но не знали, где совершено убийство, и не могли установить даже время, потому что из-за жары содержимое чемодана буквально кипело, сказал Алексей Маслов. В конце февраля 2022 года многие жители Украины, спасаясь от военных действий, уезжали на запад. Среди тех немногих, кто решил вернуться в это время домой, была 39-летняя уроженка Краматорска Ольга Давыденко. Женщина приехала в Киев из Польши, чтобы быть рядом с 21-летним сыном. Она беспокоилась о нем, поскольку молодой человек призывного возраста не мог покинуть страну. Некоторое время Ольга и ее сын жили вместе, однако вскоре решили разъехаться. В середине марта женщина сказала, что встретила мужчину, который ей очень нравится, и они решили жить вместе. Это случилось спустя неделю после знакомства. Молодой человек не стал интересоваться, кем является новой возлюбленной матери и где они будут жить. Ольга была взрослой женщиной, и наверняка она знала, что делает. По словам друзей Давыденко, она была очень душевным человеком, придерживалась здорового образа жизни, правильно питалась, занималась йогой, увлекалась ароматерапией и любила поговорить о духовном. Именно на этой почве, очевидно, она и сошлась с бегуном. У него были похожие интересы. О своих новых отношениях Ольга не распространялась, а кратко говорила, что счастлива. Сестра убитой сообщила, что у нового поклонника Ольги было странное имя – Бенджамин. На мужчину вышли с помощью истории звонков и показаний знакомых Давыденко. Им оказался Петр Бегун,
ранее сменивший имя на Бенджамина. Партнерша бегуна по женитьбе вслепую почти сразу распознала в красноречии и угодливых манерах мужчины фальшь, но, к сожалению, Ольга была им слишком очарована. Женщину так увлек новый поклонник, что ее не настораживало, что Петр нередко расплачивался ее банковской картой и просил собирать деньги в какой-то принадлежащий ему фонд. Даже то, что в качестве жилья своей новой женщине Петр предложил небольшой дачный домик с летней кухней в Обуховском районе, Ольгу не смутило. Знакомые женщины сообщили, что в период жизни с Бенджамином она стала вести себя странно, просила перевести любую сумму на доброе дело, но не уточняла, какое именно. У кого-то она попросила в долг, чтобы купить рассаду томатов, но так ничего и не посадила в огороде. В Подгорцах, где проживала пара, оперативники опросили членов добровольческого формирования. Им показали снимки Ольги и Петра, и они узнали обоих. Оказалось, один из добровольцев даже сделал их совместные фотографии. Весной 2022 года в том районе все незнакомые люди казались подозрительными, и им уделяли повышенное внимание. Соседи рассказали, что Петра знали плохо, поскольку он ни с кем не общался, а Ольгу вообще не видели. Она постоянно находилась в доме. Петр бегун. Оперативники решили узнать о подозреваемом побольше. Выяснилось, что мужчина родился в 1985 году в России, в городе Дудинка Красноярского края. Сперва он учился в Донецком лицее-интернате с усиленной военно-физической подготовкой, а затем продолжил образование в Национальной академии госуправления при президенте Украины, Институте последипломного образования имени Тараса Шевченко и Национальном юридическом университете имени Ярослава Мудрого. После получения 2 дипломов о высшем образовании он устроился на работу следователем. Как вспоминали его бывшие сослуживцы, Петр отличался своим жестоким отношением к подозреваемым. После 2014 года он перешел из столичной прокуратуры в Генпрокуратуру. В 2016 году в состоянии алкогольного опьянения попал в аварию, перевернулся на своем Мерседесе S500L. В машине помимо самого Петра была девушка, которая пострадала во время ДТП, ее забрали в больницу. После медицинского освидетельствования выяснилось, что в крови водителя было 1,68 промилле алкоголя. Его признали виновным, но не привлекли к ответственности. В следующем году у бегуна снова возникли проблемы с законом. Суд обвинил следователя в служебном подлоге. В ходе разбирательств было доказано, что он составлял ложные ходатайства о временном доступе к документам и уликам. Однако и в этот раз Петру удалось избежать реального наказания. Несмотря на то, что его признали виновным в подделке документов, он отделался лишь условным сроком. В том же 2017 году бегун получил в подарок от анонимного дарителя квартиру в Киеве площадью 86 квадратных метров, а также заем в размере почти 2 миллионов гривен от генерала-майора СБУ. В 2017 году бегуну перешли права на владение крупным торгово-развлекательным центром «Виктория Гарденс» во Львове. Бывшие владельцы ТРЦ заявляли, что их собственность была незаконно отобрана в результате рейдерского захвата. Позже, по решению суда, центр вернули прежним владельцам. Мужчину уволили из прокуратуры. Сам он рассказывал на одной из своих страниц в социальных сетях, что написал заявление на увольнение добровольно-принудительно. В 2018 году Петр прошел 2-месячные курсы у Алексея Ситникова, доктора экономических, философских и психологических наук, сертифицированного тренера НЛП и автора международного проекта Karma Logic. В этот период мужчина увлекся саморазвитием, занимался йогой, хождением по углям и гвоздям. Он начал вести тренинги и представляться коучем по личностному росту. В 2019 году бегун активно начал ходить на кастинги различных шоу и зарегистрировался на Акмадезе, крупнейшем в русскоговорящих странах сервисе кастингов для отбора артистов для разных проектов. Там у Петра была подробная анкета с описанием всех его многочисленных достоинств. Его попытки попасть на телевидение, наконец, увенчались успехом. Мужчину пригласили сняться в шоу «Женитьба вслепую», где эксперты подбирают участникам партнеров с учетом психологической, эмоционально-сексуальной совместимости. Пара живет вместе неделю, узнает друг друга и выстраивает отношения под прицелом телекамер. За ними наблюдают психологи и при необходимости дают советы, помогают решать конфликты. На момент участия в передаче Петру было 34 года. Он представился тренером по мотивации и говорил, что ищет идеальную девушку. Партнершей мужчины стала Ольга, эффектная, стройная блондинка, модель, много лет работавшая в Китае. Когда бегун увидел свою невесту, он назвал ее ангелочком. Ольге мужчина тоже понравился. Она сказала, что у него безумно голубые глаза. Однако уже спустя несколько часов Петр разочаровал свою партнершу по телешоу. На романтическом ужине при свечах, на котором пара должна была
получше узнать друг друга, мужчина слишком сильно пытался понравиться девушке и делал это довольно неуклюже. Он восторженно восклицал: «Какой чудесный романтический ужин, как прекрасно поют сверчки, какое вкусное вино». Ольгу подобное поведение оттолкнуло, и в разговоре с психологами она передразнивала его манеры. По сюжету, в одном из эпизодов молодожены должны были отправиться в супермаркет за продуктами. И здесь Петр снова стремился угодить девушке, он полностью соглашался с ее выбором и не выбрал самостоятельно ни одного продукта. Он приторный, делилась впечатлениями о мужчине Ольга. Невыносимо карамельное, от этого и общение такое убогое получается. На следующий день девушка сделала Петру чай, но вместо сахара положила соль. Попробовав напиток, мужчина сказал, что хотел бы выплеснуть его Ольге в лицо, чтобы посмотреть, как кипяток обжигает ее красивую кожу. На одной из прогулок бегун рассказал девушке, что у него было несчастливое детство, его не любили родители, били без причины. В самом конце шоу мужчина признался Ольге в любви, а она прониклась к нему симпатией, однако после проекта они не стали встречаться. В 2019 году бегун получил удостоверение адвоката и баллотировался в качестве самовыдвиженца в Верховную Раду, но не был избран. В 2020 году он пытался попасть в Киевский горсовет кандидатом от правого сектора, запрещен на территории РФ, но партия не набрала необходимого минимума голосов. До ареста мужчина вел активную жизнь в социальных сетях. У него был свой YouTube-канал под названием Karma Logic with Benjamin, на который в 2022 году было подписано около 2200 зрителей. Сам канал посвящен здоровому образу жизни, психологии, близким к эзотерике, восточным практикам. 16 мая 2020 года мужчина опубликовал на своем YouTube-канале ролик, где он предстает с густой бородой на фоне природы и рассказывает, что работает таксистом 24 часа в сутки. Он признается, что у него большие финансовые проблемы. На протяжении многих лет я практически у каждого своего знакомого, родного и близкого, даже едва знакомого мне человека просил о помощи, о финансовой помощи. И я подумал, почему я не могу это сделать у своих подписчиков и пользователей социальных сетей. Петр говорил, что когда везет какого-либо пассажира такси, вольно или невольно, даже когда молчит, он сонастраивает клиента с его позитивной судьбой. Мужчина пожаловался, что ему постоянно звонят сотрудники банка и другие кредиторы и приглашают его в лес. Он отвечал им, что всегда гуляет в лесу, а иногда и спит там в машине, потому что из-за просрочки платежей арендодатель меняет замки в квартире, которую он снимает. В конце ролика бегун напоминает подписчикам, что у него полная жесть с деньгами, и перед тем, как попросить донат, рассказывает, что благодаря своей бороде он может перекусить, ищет в ней остатки еды и утоляет голод найденными крошками. На своей странице Бенджамин писал о проводимых им семинарах, где он рассказывает о бытовых и естественных нам вещах, придавая им особый смысл, который расширит осознанность пребывания в настоящем моменте, и приглашал своих подписчиков посетить эти мероприятия. В 2021 году мужчина зарегистрировал собственное адвокатское бюро «Бегун Бенджамин» и сменил имя Петр на Бенджамин. Несмотря на то, что он получил адвокатское удостоверение в 2019 году, бегун говорил о себе как об успешном юристе во всех сферах права с 6-летним опытом, выигравшим много дел. 13 мая 2022 года мужчина публикует на своем YouTube-канале ролик под названием «В чем его секрет?», где чуть больше часа обстоятельно рассказывает о себе. Среди прочего, он упоминает, что ему доводилось зарабатывать деньги самыми разными способами. К своим 37 годам он успел побывать не только политиком, тренером по личностному росту, следователем и адвокатом, но и продавцом шаурмы, поваром и даже дворником. Мужчина вспоминал и ДТП, виновником которого он стал. Однако он говорил о нем обтекаемо. Ужасная авария, в которой он чудом выжил. Петр Бенджамин утверждал, что после этого случая у него пробудился дар целителя. Под фотографией бегуна в его аккаунте в одной из соцсетей пользовательница по имени Ольга Ша оставила комментарий: «Твоя уникальность, Петр или Бенджамин, быть инициатором зачатия детей, а потом сбегать, бросив женщину в положение. Я не вторая женщина в этой ситуации с тобой. В чем ответственность, про которую ты пишешь на своих страницах про развитие?» С задержанием подозреваемого возникли проблемы. Его адвокатский статус давал ему определенный иммунитет. Брать под стражу бегуна можно было лишь с разрешения областного прокурора. Чтобы получить его, полицейским нужно было предъявить убедительные доказательства против Петра Бенджамина. Оперативники получили запись со всех камер наблюдения в Подгорцах. Так, 28 мая на видео было запечатлено, как Ольга со своим новым мужчиной возвращаются в дом около 19 часов.
В тот день сестра и сын разговаривали с женщиной по телефону в последний раз. На следующий день знакомые уже не могли дозвониться до нее. По камерам полицейские увидели, как 29 мая бегун один поехал в магазин, где расплатился за выпечку картой Ольги. Скорее всего, он сделал это для того, чтобы сын не беспокоился о матери. Карта была привязана к номеру молодого человека, и ему пришло уведомление о покупке. 30 мая Бенджамин ездил по округе на велосипеде, низко надвинув кепку на лоб. Он делал все, чтобы не быть узнанным. Когда проезжал мимо камер, чесал нос, закрывал ладонью половину лица. По версии следствия, бегун присматривал места, где можно было бы избавиться от частей тела убитой им сожительницы. В 20 часов он возвращается домой, а спустя 1,5 часа на видео можно было заметить человека на велосипеде с чемоданом. Охранник одной из дач рассказал, что видел этого мужчину на велосипеде и опознал бегуна по спортивному костюму. 31 мая мобильный Ольги включился. По сигналу вычислили место, где он находился. Это был радиорынок возле станции Караваевы дачи в Киеве. Туда подозреваемый приехал, чтобы продать телефон жертвы и приобрести новую сим-карту. Когда после поездки Бенджамин вернулся домой, он стал избавляться от вещей. Камеры запечатлели его выносящим тряпки, какие-то свертки, ведро. Каждый раз он выбрасывал мусор в разные баки, для чего обошел 8 помоек в округе. Оперативники сделали вывод, что накануне мужчина уничтожал улики, отмывая дом, в котором и произошло преступление. После обследования свалки были найдены обломки пластикового ведра в бурых пятнах. После преступления и избавления от улик бегун переехал в Ирпень, пригород Киева, и нашел работу бариста в небольшом кафе. Днем мужчина продавал кофе, а по вечерам снимал ролики для своего YouTube-канала, где рассказывал, как правильно выполнять гимнастику цигун. Оперативники продолжили наблюдение за подозреваемым. Они рассчитывали, что он каким-то образом себя выдаст, однако этого не происходило, бегун практически ни с кем не общался. Зато выяснилось, что Бенджамин побывал в турфирме, чтобы проконсультироваться, как мужчине призывного возраста покинуть Украину. Сделать это в 2022 году было сложно из-за указа президента о военном положении. Полицейские поняли, что у них мало времени, и есть риск, что преступник может скрыться в другой стране. Они получили разрешение суда на обыск, осмотрели дом в Подгорцах и нашли следы крови. В съемной квартире в Ирпене, куда также пришли с обыском, оперативники обнаружили ноутбук убитой. Однако главные улики ждали их в морозильном отсеке холодильника. 2 замороженных куска мяса непонятного происхождения. На вопрос полицейских, что это, бегун сообщил – телятина. Мясо поместили в воду, чтобы разморозить, и после осмотра судмедэксперт определил, что это части человеческого тела – язык, матка, сердце и почка. Попытка бегуна оправдаться выглядела неубедительно. Он сказал, что когда снял квартиру, холодильник работал, и он не заглядывал в морозилку. Владельцы квартиры, которые также присутствовали при обыске, сразу же опровергли его слова. На вопросы, где находится Ольга, мужчина говорил, что не знает. По его словам, женщина говорила, что планирует навестить родственников, а уехала ли к ним в действительности, он не знает, так как они давно в ссоре. Поняв, что ему не верят, Бенджамин замкнулся и не стал отвечать на вопросы следователей. Он так и не объяснил, для чего он расчленил тело и перевез останки. «Раз у вас собраны доказательства, направляйте в суд», – произнес он, очевидно, вспомнив о своем прокурорском прошлом. На допросе мужчина признался, что задушил возлюбленную во время ссоры. Тело он расчленил, чтобы незаметно избавиться от него. После ареста бегун был помещен в СИЗО, и ему был предоставлен адвокат. Никто, кроме адвоката, мужчину не посещал. В камере Бенджамин не забросил свое увлечение, он активно занимается йогой в ожидании приговора, ему грозит до 15 лет тюрьмы. Успешный адвокат, участник ток-шоу о женитьбе, порезал любимую на куски и по ночам развозил останки по свалкам Обуховщины. Руки и ноги сложил в дорожную сумку и выбросил в пруд. Погибшую с трудом опознали по брендовому платью. Это жутковатая история смертельной любви, цинизма, отчаянной попытки скрыть следы преступления и профессиональной работы полицейских Киевщины, отметил глава полиции Киевской области Андрей Небитов. Дорогие подписчики и гости канала, как вы думаете, почему опытная женщина, за плечами которой было уже 2 брака, так легко и быстро доверилась этому мужчине? Почему бегун не избавился от некоторых частей тела, для чего он хранил их в съемной квартире? Свои ответы оставляйте в комментариях.